Привет, друзья! Вы на канале Home Food. Готовим сегодня тесто как пух. Проще простого. Универсальное дрожжевое тесто за 5 минут для любой выпечки. У меня это штрудель с различными начинками. Уж очень мы любим такую выпечку. Сначала проверяем на качество дрожжи. Делаем из них опару. Для этого растираем в миске 2 столовых ложки сахара и 1 брикетик свежих дрожжей, а точнее 42 грамма. Из теста, приготовленного опарным способом, выпечка получается более пышной. Немного разбавляем смесь теплым молоком от общего количества. Еще всыпаем муку. Мне хватило 3 столовых ложки. Муку берем также от общего количества. И хорошо все перемешиваем. Ставим опару в теплое место для подъема. После того, как она хорошо поднялась, приступаем к замесу теста. В чашу всыпаем 650 грамм муки. Можно немного оставить, лучше потом досыпать, если тесто получится жидковатое. Зависит напрямую от влажности вашей муки. В рецепте я прописала плюс-минус 30 грамм. К муке добавляем 1 чайную ложку соли, 4 столовых ложки растительного масла и оставшееся молоко. Всего нам понадобится 500 мл. Ну и естественно готовую пышную опару. Хорошие свежие дрожжи – это залог удачной и качественной выпечки. Замешиваем мягкое дрожжевое тесто. Немного растительного масла вливаем, чтобы тесто хорошо отставало от стенок миски. Мукой его не забиваем, иначе получится затяжным. Время, необходимое для подъема теста, зависит от количества и качества дрожжей, состава теста и температурных условий. Объем теста должен увеличиться не меньше, чем в 2 раза. Я свое тесто убираю на ночь в холодильник, так как запланировала выпекать на следующий день. Мое тесто достаточно отлежалось и увеличилось. Стряпаем из него всевозможную выпечку. Пироги или пирожки, булочки или рулеты. Я же покажу вам сегодня, как делаю наш любимый штрудель. Из этого количества теста у меня получилось 6 штук. Раскатываем каждый кусочек теста в пласт средней толщины. Начинка подойдет абсолютно любая. В моем случае это яблоки, творог и орехи. В дополнение использую сахар, корицу и крахмал. В первом варианте измельченные орехи с сахаром, мелко нарезанные яблоки и изюм. Изюм предварительно помыла и обсушила, а яблоки сбрызнула лимонным соком и присыпала чуточку крахмалом. Слишком плотно штрудель не сворачиваем. Тесто будет увеличиваться при выпекании. Ему необходимо свободное пространство. Для второго варианта орехи с сахаром, творог и изюм. Творог заранее откинула на сито, чтобы стекла лишняя жидкость, и немного присыпала его крахмалом.
И третий вариант – начинка из сахара, орехов и молока. Сворачиваем все в рулет, края подворачиваем. Укладываем на противень швом, естественно, вниз, на расстоянии друг от друга. Делаем надрезы на каждом рулете. Взбиваем одно яйцо и смазываем им для красивого колера всю нашу вкуснятину. Выпекаем в разогретой до 180 градусов в духовке до румяности и готовности. Мои штрудели выпекались по 3 штуки в режиме конвекции. Температуру понизила до 170 градусов. По времени около 25 минут. Как видно, все отлично и равномерно пропеклось. Аромат в квартире бесподобный. Стоял еще и на следующее утро. Получилось очень-очень вкусно. Рекомендую. Посыпаем еще для красоты сверху сахарной пудрой и наслаждаемся трапезой. С чаем, какао или кофе. Приятного аппетита! Благодарю всех за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Оставляйте свои комментарии и делитесь роликом с друзьями. Очень благодарна буду вам за это. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!